Всем привет! Сегодня я с Украиной, со своим велосипедом Украина. И мы попробуем проехать в электричке ED4M, которая, на мой взгляд, совершенно не подходит для провоза велосипедов. И детских колясок. И инвалидных кресел. И крупного багажа. В общем, так себе электричка. Поехали! Электропоезд ED4M, что означает электропоезд Демиховский, модернизированный 4 серии. Вот этот. Первый электропоезд ED4 был построен в 1996 году. Он ничем не отличался от своего предшественника ED2T. Во всяком случае, внешность у них была абсолютно идентичная. А ED2T, в свою очередь, ничем не отличался практически от R2T, который не отличался от R2, который не отличался от R1, который не отличался от электросекции SR3, который не отличался еще и от первых электросекций, которые открывали движение на участке Москва-Мытищи. Таким образом, назвать ED4M передовым электропоездом лично у меня язык не поворачивается. Он принципиально ничем не отличается от самых первых электричек, которые работали еще в Советском Союзе. Как я уже сказал, первый электропоезд ED4 был построен в 1996 году. Однако таких поездов было построено всего лишь 6 штук, и все остальные электропоезда данной серии уже получили индекс М и отличались в основном только своей кабиной, вот этой. Всего был построен 501 состав ED4 различных модификаций. Конечно, есть. Да. Всего был построен 501 состав ED4 различных модификаций. Большинство из них находится в собственности российских железных дорог. Также несколько составов есть в Центральной пригородной пассажирской компании, которая эксплуатирует их в Москве и Московской области. В России ED4M являются основным типом пригородных поездов, сменив рижские электрички R2, R1, R2T и прочее. ED4M — это электропоезда постоянного тока на напряжение 3000 вольт. Их полнейшими копиями являются ED9M. Ничем вообще не отличаются, за исключением, конечно же, электрооборудования, поскольку они рассчитаны на питание от контактной сети 25 кВт переменного тока. Ах, какой я умный. И мы сейчас прокатимся в такой электричке по Горьковскому направлению Московской железной дороги. Она будет страшно грязная, но вы не пугайтесь, в России далеко не все электрички находятся в таком состоянии. Поехали. Итак, сейчас я попробую сесть в эту электричку с велосипедом. Двери у нее, конечно же, открываются довольно скверно. А начнем мы с самого очевидного места для перевозки велосипеда в электричке ED4M. Это, конечно же, тамбур. Потрясающий, очаровательный, свежий и чистый тамбур электрички ED4M приписки моторвагонного депо «Железнодорожное». Велосипед можно прислонить к двери. Однако никто не учел, что двери могут открываться с разных сторон. И поэтому, для того, чтобы дать пассажирам возможность выйти, мне нужно постоянно всю дорогу находиться рядом с велосипедом, чтобы при необходимости переставлять его от одной двери к другой. Не слишком удобно. И в этой ситуации возникает вопрос: а зачем мне платить полную стоимость проезда и провоза велосипеда, если я вынужден ехать в этом потрясающем, чистом и свежем тамбуре? Если населенность вагона пренебрежимо мала, я ставлю велосипед в середину, облокачивая его на сиденье, вот таким образом. Преимущество такого способа, во-первых, в том, что пассажиры ходят около тамбура, а не в середине салона, и таким образом велосипед почти никому не мешает. А во-вторых, велосипед опирается двумя точками, и таким образом элементы сиденья не лезут ему в спицы, в цепь, а также не обдирают краску с его рамы. Ну а второй вариант — это поставить велосипед с краюшку, рядом с тамбуром. Такой способ не очень удобен. Во-первых, велосипед стоит наперекосяк, и таким образом части сиденья могут лезть ему в спицы и в цепь. А во-вторых, так он гораздо сильнее мешает пассажирам. Во-первых, около тамбура, как я уже сказал, больше пассажиров, а во-вторых, поскольку он стоит наперекосяк, он занимает больше места в проходе. У меня есть рационализаторское предложение, как сделать поезд ED4M более удобным для провоза велосипедов, детских колясок и инвалидных колясок. Для этого нужно убрать вот эти два сиденья. То, которое стоит около тамбура, и соседнее с ним, удалив таким образом из вагона 8 посадочных мест. Эту операцию нужно проделать абсолютно точно в главных вагонах и весьма желательно в каких-нибудь еще вагонах внутри поезда.
Таким образом, здесь образуется накопительная площадка. В час пик она вместит больше пассажиров, чем обычная электричка, ну а в свободное время сюда можно будет поставить велосипеды и другие транспортные средства, а также крупный багаж. По-моему, очень удобно. А самое главное, такое нововведение не будет стоить практически никаких денег. Нужно просто открутить несколько болтов и вынести сиденье прочь из вагона. И весьма желательно прикрепить там какую-нибудь планку, чтобы к ней можно было присобачить велосипед на замок, чтобы он не улетел во время движения. А всяким умникам, которые пишут комментарии в духе «Зачем ты возишь свой велосипед в электричке и мешаешь людям? Езди-ка ты только по улице». Таким людям я хочу напомнить, что общественный транспорт на то и общественный, чтобы им было удобно пользоваться всем пассажирам, а не только вам, спешащим на работу с одним чемоданчиком. И я ведь не призываю возить велосипед в электричке в час пик. Речь идет о том, что велосипед неудобно возить даже в пустой электричке. Очнитесь вы уже. Ну ладно, давайте отбросим мой велосипед и вспомним, что электричками также пользуются мамы с колясками и, возможно, инвалиды на колясках. А им-то куда вставать? Здесь и для них место не предусмотрено. Можно поставить, конечно, детскую коляску в отсек, и тогда там будет невозможно сидеть всем остальным. Ну или поставить ее рядом с тамбурной дверью. Таким образом она будет создавать препятствия для прохода других пассажиров. На освободившейся площадке можно будет разместить толпу пассажиров в час пик, меня с моим велосипедом, мою жену с детской коляской, или в конце концов инвалидов в коляске, которых, я напоминаю, скоро в России будет гораздо больше в связи с известными событиями. О них кто-нибудь подумал вообще или нет? К счастью, современные электропоезда ЭП-2Д, выпускающиеся сейчас вместо ЭД-4М, имеют удобные места для перевозки велосипедов, как, собственно говоря, и Иволги. Но, к сожалению, таких электропоездов пока что не так много, и работают они только на московском узле. Поэтому, раз уж в нашей стране до сих пор ездит ЭД-4М в огромных количествах, и в ближайшие лет 10 всех их поменять не удастся, то почему бы их не обновить? А для этого нужно всего-навсего открутить болты и вытащить из головных вагонов сиденья. Ну давайте закончим это видео на хорошей ноте и вспомним, какими были красивыми ЭД-4М до того, как их все перекрасили в корпоративные цвета РЖД. А это был поезд ЭД-4М на канале Блог ЖД Фотографа. ЭД-4М. Поезд из 2000-х, построенный по чертежам 60-х. Надеюсь, меня услышат дирекция моторвагонного подвижного состава, и они что-нибудь придумают и найдут способ, как убрать из электричек ненужные сиденья. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой проблеме, а мы с вами скоро увидимся в следующем видео.